Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию. Сначала думал сделать обычный обзор по вечерней сессии, но сами видите, какие здесь драматические события происходят. Все просто в разные стороны летит. Ну, смотрите, давайте мы, наверное, начнем с краеугольного камня. Что сейчас происходит и как осуществляется движение капитала, из-за чего, собственно говоря, и мы получили текущую ситуацию. Так, ну давайте начнем с индекса доллара. Сегодня было сильное движение вниз на ослабление доллара ко всем ключевым валютам. После этого произошел отскок. В результате сейчас он пытается пробить верхнюю границу консолидации 90,5 и закрепиться над ней. Если такое произойдет сегодня по окончанию дня, то, соответственно, здесь мы получим отсюда движение, цель которого будет 91,5. Почему здесь внезапно вот этот вот трэш произошел сегодня? Ну, вот переходя к часовому таймфрейму, такой вид он имеет. То есть вроде бы сейчас есть вполне основания для того, чтобы закрытие произошло ниже 90,5, и он вернулся в свое статическое состояние, вот в этот диапазон 90,1 до 90,5. Но смотрите, здесь ряд моментов есть, которые ситуацию вывели из-под контроля. Первый момент заключается в том, что с одной стороны идет снижение коронавирусной инфекции. Новые заболевания, которые выявляются, снижаются. Как ни крути, это может привести к чему? К тому, что несмотря на ускоренное восстановление экономики, предполагаемое, это приведет к тому, что меньше помощи предоставят и меньше денежек напечатают. Ну и как следствие, то есть то, что меньше напечатают денег, это вызывает риск off. То есть, поскольку не ожидается предоставления денежных средств, начинают выходить из рисковых активов. А альтернатива рисковым активам – это доллар. Вот мы и наблюдаем то, что идет отток в доллары США. И есть еще другой момент, который он является контр данному положению дел. Это текущий энергетический кризис в США, который во многом и обусловил рост цен на нефть и на газ. Так, ну вот в США разразился энергетический кризис. Виной тому стал полярный вихрь, который пришел в середину США, и таким образом выведена из инфраструктуры энергетическая система нефтедобывающая, газодобывающая отчасти Техаса. Чем это опасно, чем это критично? Вот эта ситуация, она может подорвать восстановление экономики США. У нас как бы получается ножницы. С одной стороны, вроде бы коронавируса стало меньше, и есть опасения того, что предоставят меньше денег. И с другой стороны, вот эта ситуация, которая возникла в США. Цена на электроэнергию подскочила более чем в 10 раз. Она побила многолетние рекорды. Соответственно, вырос спрос на газ, нехватка газа, нехватка дизельного топлива и бензина. В чем здесь момент такой находится, очень сложный и неоднозначный. Смотрите, во-первых, Техас – это крупнейший штат США по экономике, по населению. Ну, по территории там только больше Аляска. По населению там, по-моему, он как-то, там вопрос, у кого больше, у Калифорнии или у Техаса. Но смысл заключается в том, что нефтяная промышленность, энергетическая промышленность, военная промышленность – это все Техас. Огромнейший штат, мощнейшая экономика, фактически это сердце США, это его скрепа. Вот. И текущая ситуация, она поставила под угрозу вообще нормальное функционирование этой экономики. И еще есть такой момент очень интересный. Дело в том, что в Техасе особая энергетическая система. Там высококонкурентный электрический рынок электроэнергии. То есть можно свободно менять поставщиков. И за счет такой конкуренции там достаточно низкие цены на электроэнергию. Вот. И поэтому текущая ситуация, она взвинтила цены на электроэнергию. Такая ситуация, она очень тяжела для экономики и для потребителя, для конечного. Она не может долго продолжаться. Вот. Ну, если рассматривать, что происходит с погодой, какие прогнозы. Если брать Хьюстон, ну это, скажем так, энергетический центр Техаса, расположен недалеко от побережья.
Соответственно, на этой неделе уже морозы закончатся. Если брать наиболее континентальную точку Амарилла, то здесь как бы тоже, исходя из текущей ситуации, можно сделать вывод, что до конца этой недели ситуация стабилизируется. Но проблема заключается в том, что в результате этих холодов пострадали вырабатывающие, транспортирующие мощности. И помимо того, что просто как бы закончится вот эта вся ситуация с блэкаутом Техаса, здесь важно, насколько оперативно будут эти мощности энергетически восстановлены. Если там они действительно окажутся, что серьезно повреждены из-за заморозков, то, соответственно, восстановление электроэнергии, восстановление нефти, газа, добычи будет затруднено. Это взвинтит цены, это ухудшит положение в самом Техасе. И, соответственно, то есть, поскольку это ключевая веха американской экономики, то это, в общем-то, будет оказывать давление на восстановление американской экономики. Здесь опять же возникает вопрос, как это будет коррелировать с предоставлением денежных средств в связи с тем, что идет снижение заболеваний коронавирусом. То есть может оказаться вполне такая ситуация, что стимулирующие меры не приняли, а в Техасе разразился энергетический кризис из-за того, что не могут восстановить мощности, поврежденные в результате морозов. И тогда вот и будет, в общем-то, новое основание для инициации кризиса 2021 года образца. Так, друзья, еще такой момент. Если рассматривать доходности облигаций, вот берем как бы за точку отсчета десятилетние облигации. Облигации США пошел значительный рост доходности. То же самое мы имеем в облигациях десятилетних Германии. Но там отрицательная доходность, она как бы снижается, стремится к нулю. Эта тенденция особенно обозначилась с февраля текущего года. И в США, и в Германии. Ну и вот российские облигации десятилетние, то есть здесь идет тоже значительный рост доходности, причем очень ощутимый. Вот, поэтому те, кто говорят, что вот там санкции из России выходят, ну как бы сейчас вообще такая ситуация в мире целиком, в финансах. Еще энергетический кризис в Соединенных Штатах, ну и текущая ситуация с индексом доллара. То есть индекс доллара скаканул, соответственно, это обрушило все металлы. Золото, серебро, платиноиды, по-моему, тоже просели. Вот. Здесь что существенно? Существенно то, что вот этот показатель, он сегодня должен закрыться ниже 90,5. Если он закроется выше, то с высокой степенью вероятности уже на этой неделе мы можем увидеть попытку сходить на 91,5. Соответственно, такое движение, это означает возврат капитала в доллары, это риск-офф со всеми вытекающими последствиями. Так, ну вот возвращаясь к индексу доллара, ну смотрите, это очень похоже на движение в диапазоне. То есть идет разгрузка позиций, сначала набор, потом разгрузка. Это дневной таймфрейм. Если переходить на VIX, индикатор страха волатильности, то у нас здесь получается схожая картина. Вначале был вот здесь пробой, шип, после этого произошел откат к нижней границе. Но опять же, 19,5 так и не пробили, не закрепились. Вчера повторно постучались в нижнюю границу, и сегодня пошел коррекционный отбой. То есть после того, как всех порвали на росте волатильности, ее резко угнали в пол, и сейчас как бы идет обратный процесс. То есть, ну, как бы крупные игроки гоняют туда-сюда. Сначала риски выросли, потом упали, и сейчас опять начинают расти. Ну, естественный ход вещей. Так, друзья, возвращаемся к нефти Brent. Смотрите, здесь ситуация получается патовая. Опять же, те же ножницы. С одной стороны идет риск-офф, приток в долларовые активы. С другой стороны, энергетический кризис в Соединенных Штатах, сокращение добычи там, по-моему, если не ошибаюсь, в моменте до 2 миллионов баррелей в день доходило. Вот. На фоне этого тут нефть, конечно, сегодня мы получили коррекционный откат, но как видите, то есть устойчивого пробития 62,5 не происходит. То есть вот в этот диапазон сходили, 63 пробили, покололи 62,7, даже на 62,5 не сходили. И, соответственно, вернулись к текущим значениям выше 63. То есть, с одной стороны, вроде как рисков из-за того, что пошел рост, возможно, кратковременный, возможно, не кратковременный. Сегодняшнее закрытие, оно покажет, какая тенденция сформировалась.
Вот. Но на текущий момент, если мы не получаем в ближайшие часы повторного движения и пробития 62,6, то вполне вероятно, что здесь после до набора позиции отсюда мы получим уже сегодня следующее движение, цель его будет 63,5, вот сюда вот. И таким образом золото упало, все упало, а нефть болтается на хаях. Так, друзья, далее золото, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, да, сегодня по стопам оно свозило, к величайшему моему сожалению. Вот. Тем не менее, вот это движение, которое произошло, оно какое-то не полноценное вышло. С одной стороны, как бы все слили, с другой стороны, вот двойное донышко не добили. То есть, вот если бы здесь было движение, которое бы отработало максимально низкую точку, ранее достигнутую, это 1784,5, то, соответственно, вот этот вот отбой, он бы произошел с большей скоростью и большей вероятностью. На текущий момент здесь ситуация пока остается неясной. Эта ситуация во многом обусловлена движением в долларе, которое мы сегодня наблюдали. Ну а движение в долларе, на мой взгляд, оно порождено двумя факторами. Это то, что связано с тем, что, возможно, порежут помощь, которая предоставляется по коронавирусной теме, из-за того, что идет снижение роста новых заболеваний. И второй момент — энергетический кризис в США, который пока не до конца ясно, к чему он приведет. Да, вроде бы до конца этой недели морозы закончатся, и по идее ситуация должна восстановиться, но непонятно, насколько быстро смогут восстановить ущерб, который нанесен энергетической системе США. И здесь получается наложение неблагоприятных факторов, которые могут в ближайший месяц-полтора получить развитие и привести к новому витку кризиса. Так, друзья, но возвращаясь к золоту, смотрите, вот здесь ситуация следующая. Оно достаточно плотно взаимосвязано с индексом доллара, и сейчас, если вот это движение вниз, оно получает развитие и будет пробитие 1784-1781, то в этой ситуации мы можем получить полнофункциональное движение золота вниз. Первая цель 1767, и дальше поэтапно пойдет движение на 1700. Вот. Если вот это пробитие не происходит, то мы здесь получаем оформленное двойное донышко от 1784,5, отбой и движение. Первая цель этого движения будет коррекционный отскок, закрепление в диапазоне 1807-1811 и дальнейшее движение, цель которого 1825-1823. Но, повторяю, сейчас все зависит от того, как будет разыграна вот эта траектория движения сейчас вечером. Серебро, наверное, рассматривать смысла сейчас нет, потому что ликвидность, ну, мне кажется, с утра это более целесообразно его смотреть. Давайте перейдем к валютам. Так, ну вот это евро-доллар, 4-часовой таймфрейм, никакого роста здесь нормального не состоялось, хотя 1,2153 мы цель отработали. Вот. Сейчас текущая формация указывает на то, что в лучшем случае евро-доллар какое-то время будет торговаться в диапазоне 1,2126, 1,2093. Опять же, если сейчас вот это движение вниз продолжится и мы получаем пробой вот этого диапазона, то у нас уже как бы на повестке дня в самые ближайшие дни будет стоять движение, цель которого 1,2041, 1,2042. Вот сюда вот к этому значению. Если мы сейчас сегодня удерживаемся здесь, то на завтра у нас формируется отскок, и цель этого отскока будет движение на 1,2143, 1,2144. Вот сюда вот в этот маленький такой диапазон. Так, но если ориентироваться на часовик, то у нас ситуация не такая страшная выходит. В том случае, если сейчас не возникает вот этого повторного движения с пробитием 1,2075, то у нас от текущего значения или от значения 1,2080 развивается, ну как минимум это будет коррекционный отскок сегодня либо завтра, и цель движения будет потестить вот это максимальное значение 1,2170. Но если здесь сейчас все это приводит к пробою 1,2075, то наиболее вероятно движение к тем целям внизу, которые мы с вами посмотрели на 4-часовом таймфрейме. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD, Tomorrow, 4-часовой таймфрейм.
Так, ну вот на завтра намечено проведение аукциона ОФЗ. Здесь, я смотрю, двумя частями будут размещать. Но здесь, конечно, с моей точки зрения, мне кажется, нужно проявление гибкости. Когда начинаются такие события, то, что мы сегодня наблюдали, лучше аукционы переносить. Но если посмотреть финансовую прессу российскую, полно заголовков о том, что там иностранные инвесторы бегут из России. Но вы сами видите, какая ситуация. Здесь не из России бегут, из России-то может и бегут, но здесь идет перенаправление потоков капитала вообще в мире, в принципе. То есть здесь дело там не в том, что какие-то санкции вот-вот со дня на день ведут, хотя могут вести, но я думаю, все-таки это время, оно будет несколько отсрочено. Вот, на текущий момент, то есть мы видим повышенную волатильность и попытку смены тренда движения капитала, то есть переход в доллары. Вот. Если это в ближайшее время происходит, то это, скорее всего, приведет к крупномасштабному риск-оффу. И, соответственно, рынки будут сдуваться. Но здесь, возможно, парадоксальная ситуация. Если действительно существенные повреждения в энергетической системе Соединенных Штатов, и они не смогут быстро восстановить добычу нефти, то, соответственно, в этой ситуации цены на нефть, они могут в ближайший месяц-два оставаться на достигнутых значениях и даже продолжить рост на 70-75 долларов за баррель, с моей точки зрения. Так, друзья, далее рубль-доллар, возвращаемся к графику, но смотрите, я думал, будет движение до завтрашнего дня, до вечера в этом диапазоне, наиболее вероятно, но мы вырвались существенно наверх. Вот, поэтому текущая ситуация, она указывает на то, что вот у нас здесь есть сильный диапазон 73.67, 73.6. Если мы закрываемся выше этого диапазона, то у нас в самые ближайшие дни формируется следующая часть движения, цель которого будет 74.25, вот сюда вот. И это может произойти при текущем движении в индексе доллара, то есть потоках капитала, независимо от цен на нефть. Но все-таки, я думаю, есть вероятность того, что мы пробьем завтра, по крайней мере с утра, 73.63 и будет попытка отката на 73.4, 73.45. На текущий момент никаких оснований для этого отката нет. Здесь идет прямолинейное движение наверх, и ближайшая цель это 74.25. Но с моей точки зрения, в ближайшие час-два здесь все-таки будет либо краткосрочное движение, либо планомерное движение и закрытие в районе 73.53 под вот этим вот диапазоном. Вот. В каком случае этого не произойдет? Этого не произойдет, если сейчас возникает движение вверх и пробитие 73.85, 73.9 вот этого диапазона. Если сейчас такое происходит, то весьма вероятно, что сегодня закрытие уже будет выше 74.1 и даже возможно на уровне 74.3, 74.35. Вот здесь вот на этих значениях. Вот, поэтому сейчас в ближайшие час-два, в зависимости от того, будет или не будет пробита вот эта крышечка, оформится движение наверх или нет. Но я думаю, все-таки большая вероятность того, что сейчас будет движение на 73.55, 73.6, вот сюда вот к этим значениям. Друзья, все, ключевые активы. Спасибо за внимание. До свидания.